Помните фильм Поля Морейры? И помните, как все украинское, конечно помните, и все украинское сообщество патриотическое вдруг начало требовать вообще снять это, убрать этот фильм, потому что это лживый фильм, потому что российская пропаганда. Помните, как его показали во Франции? Конечно помните, 3 раза показали, чтобы уже хорошо жахнуть. И все 3 раза наши выли. Ложь, пропаганда, пропаганда и ложь. В Польше, как показали. И вдруг начали обращаться. Посольства обращаются. Уберите, снимите этот фильм. Он лживый. Сейчас я вам кое-что покажу. Вот это вот мое видео прошлого года о бойце-освободителе 18+. Вот это вот герой батальона тогда еще, или уже полка Азов, избивает человека. Но он не просто его избивает. Он требует от молодого человека, чтобы тот сказал: Гитлер хороший, Гитлер хороший. Потому что тот, который избивает, боец этого полка Азов, который подчиняется МВД Украины, он нацист, ну, он любитель Гитлера. В принципе, это его личное дело, но он сотрудник МВД. А, теперь дальше пойдем. Это вот его страничка. Александр Медведев его, видите. Хотя на самом деле линник. ИГИЛ и неоязычники, Мизантропик Division. Он делится такими вещичками. Вот лежит фашист, а вот мигранты приехали. Связь очевидна. Не убили бы фашистов, не было бы мигрантов. Ну, то такое. Вот. Проиграв эту войну, потеряла шанс своего великого будущего не только Германия, но и вся Европа, весь мир. Посмотрите, какой мир построили сегодня победители. Его враги. Царство денег, насилия, смешения, вырождения. То есть имеется в виду, что вот если бы не проиграли тогда немецко-фашистская Германия, то совсем другой мир был бы. Был бы мир процветания, понятно, и мир с одной большой и светлой идеей. Не было бы вырождения и все такое. Но опять-таки повторяю, это его личное дело. Конечно же, в Европе его за такие посты на стене не только бы убрали, ну, не только из МВД убрали бы со свободы, потому что он сел бы. Он сел бы и сидел бы за вот такого вот рода. Но Украина же це ще не Европа, поэтому он пока такое пишет. Ничего страшного, пусть пишет. Но идем дальше. О, мы объединили разных людей в одно целое. Адольф Гитлер. Мизантропик Division. А вот теперь, внимание. Провел пропаганду среди молодежи. И это пишет народный депутат Украины Андрей Белецкий. Сегодня бойцы полка Азов, учитель и прирожденный, провели урок мужества в 233-й школе. Они рассказали детям про события на Майдане, про то, как рождался Азов. Я подумал, это шутка, но не может такого быть. Нет, вот дети, школа. Вот сидят 2 учителя расписные. И они рассказывают детям о мужестве. В школе. Это тоже российская пропаганда, это тоже ложь, неправда, возможно. Если Морейра показал бы вот это, как быстро наши посольства начали бы рассказывать, что вот это вот, к примеру, это не то, что вы видите. Ну давайте, я хочу услышать от посольства, к примеру, там во Франции, что вот это не Гитлер на майке, а это не Зиг Хайль. Вот это вот не Киев, и это тоже он не бросает Зиг. Это вам кажется, это российская пропаганда, это ложь. Вот эти вот ребята в майках со свастиками, с пистолетами, но это тоже не то, что вы видите. Это все фейк, это все фотошоп на самом деле. На самом деле это неправда. Запретить показывать вот это вот. Вот этот зигующий красавец. Это все он же, тот же самый человек, который в школе преподает детям, рассказывает детям, какую-то там, что-то он там несет. Вот это он. Ну, посольства должны включиться. Это, видите, он. Но на самом деле это российская пропаганда. Запретить фильмы о нацистах. Нет такого в Украине. Как скоро включились бы в тему украинские посольства, как скоро деятели искусства, кино начали бы раскрывать свои варежки и говорить: Морейра лжет. Ну, мне вот просто интересно, как скоро? Я думаю, сразу же бы они рассказали, что это все ложь и пропаганда. Ну, а теперь, как говорится, зиг